Нам сказали окапываться и делать блиндажи, подземные дома, чтобы не замерзнуть. Нам сказали, то, что вы тут надолго будете. Отправляли прям в лютое пекло, где прям, я не знаю, какой город, но прям туда прям отправляли. Откуда с России зэков отправляют, прям в самое пекло отправляли. У нас так 10 человек так отправили. Они вообще не вернулись. Я летал Алексей Валерьевич, 11.04.2003 года рождения, в Сомской области, Крутинского района, село Зимино. У нас из деревни 20 человек забрали, мужиков нормально, и потом нас забрали, вот что, моего возраста. Когда это все началось, я еще срочку проходил, срочную службу. У меня папа чистокровный немец, а мама чистокровная русская. Летал Эвальдович, летала Елена Ивановна. Ревели и говорили то, что вернитесь домой, самое главное, вернитесь домой живыми. Но на самом деле многое часть не придет живыми уже. Потому что я уже столько всего навидался и услышал. Немногие придут домой живыми. Я с подразделения десантно-штурмового Псковской дивизии, 237-й полк. Сюда я попал по мобилизации. Сказали, надо идти, я пошел. Но я совсем думал, то, что мы будем в России. Повестка пришла, мне сказали, либо подписывай, либо пойдешь в тюрьму на 10 и больше лет. Я их сразу спросил, а куда я еду, если я подпишу? Мне сказали, то, что ты в России будешь находиться, охранять границы. И где ты служил по срочной службе, гвардии ефрейтор. 93-й полк. Я, получается, был дома, управлялся со своим папой. У нас есть хозяйство. Я услышал то, что собака лает. Военком стоит. Папа сразу спросил, поди мне пришла повестка. Военком сказал, нет, вашему сыну. Ты едешь, где ты служил по срочке, либо в тюрягу идешь. Мне пришлось подписать повестку. Я работал еще дома. На газике квадратном молоко возил. Я боялся то, что я не смогу устроиться ни на какую работу. Меня отвезли в Тюкалинский военкомат. Потом нас посадили в автобус. Мы поехали в Омск. Там мы спали на деревянных шканарях. Я попал в 17-ю роту водителем. Я спросил, сколько вообще людей в этом подразделении ВДВ. Мне сказали, что 200 тысяч и, возможно, больше. С сентября 2 числа посадили на самолет, сказали, то, что вы в Псков летите. На самом деле мы в Джанкой прилетели. Нас увезли в город Стрелковое, в Альбатрос. Раньше там был детский лагерь, возле моря находился. Там мы проходили учебные занятия по тактике и по медицине. Также мы ездили на стрельбище. 1 января нас отправили в Луганскую область, в какой-то лес, именно на боевые действия. Нас распределили по лесу, по позициям. Боевая обстановка, летали снаряды и пули над головой свистели. Мы в блиндажах сидели и выходили в окопы. Мы в окопах чаще всего спали. Нам рассказывали то, что если вы сдадитесь в плен, там над вами будут издеваться и убьют, конечно. Даже не станут хоронить ничего. У нас командир 4-й роты отправил своих искать по окопам, то, что, возможно, их осколками засыпало, либо песком. Мы их пошли искать. Мы с Томаком пошли, я сзади был. Мы увидали, то, что там люди сидели в окопе. Колян, Толмаков подбежал, начал спрашивать, то, что вы не видали тут людей с 4-й роты. Люди, которые в окопе сидели, они молчали. Я слышал то, что пуля мне прям об каску облетела. Толмаков начал сбегать, он убежал, а я под дерево в кусты лег. По мне стрельба закончилась, мне сказали, поднимайся, руки за голову, оружие на землю. Я подошел, они меня завалили, руки связали. Вообще ничего не видел в жизни. Я чисто успел поработать и все. Чуть-чуть водителем поработать. Я больше всего смотрю либо шокирующее, либо комедийное. По ТНТ я больше всего смотрел Саша Таня. У меня 9 классов на сферу. Устроены к одному директору, и мы как частники работаем. Там животных очень много. Работа, и желания не было дальше идти учиться. У родителей кредиты есть, я им всем, что есть, там, дома пока не был, я всем, что есть, помогал.
Когда получил повестку, вообще зарплата не приходила. Так как губернатор залупился, Путин там как-то разворошил и начали зарплату выдавать. Президент говорит то, что это уже два народа и они нам уже не товарищи. Война долго не закончится, то что мы начали эту всю фигню устраивать. Прославленного гвардейского десантно-штурмового Турунского краснознаменного полка больше не существует. По данным Главного управления разведки ВСУ, их уничтожили. 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк РФ прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть выживших находится в крайне тяжелом состоянии. Я такой стою, думаю, зачем мне вообще все это? Зачем мне эта вся война? Я потом что-то вспомнил, то, что я дома смотрел какой-то сайт. Хочу жить вроде бы. Вписываю, и там написано то, что там, если вы хотите вот, что на этот сайт зарегистрироваться, там, вы там также регистрируетесь, там документы надо подавать, чтобы если вас в плен взяли, чтобы не то, чтобы убили, а чтобы обменяли быстро. Никто не хотел вообще ехать, только у нас один человек только хотел сюда, вот прям сюда ехать. А потом, как сказали, то, что мы едем, у него улыбка до ушей, а он кардист, получается, с Карда, он все говорит, вот сейчас танк расхуй. Я говорю, долб***. Он же тебя самого же расхуй. Прям такой заряженный. Я ему говорю, ты вообще ради чего сюда пришел? Да вот, я сюда пришел, чтобы освобождать, да это все. Я говорю, ты кого освобождать решил? Ты понимаешь, что мы на другой земле. Да и чё. Лучше и вообще не берите повестку. Потому что часть людей не вернется домой. Не берите повестку. Лучше как-нибудь косите там по медицине там или по военкомату как-то косите, но не идите. Вообще не идите. Это, ребята, это не наша земля. Наша земля там, в России. Это не наша земля. Тут много наших русских дурачков, которые больше всего добровольцы и чаще всего их 300 либо 200, потому что геройствуют. Псковская дивизия славится тем, что практически круглый год живет тренировками, соревнованиями и учениями. Поэтому новобранцам будет что рассказать о том, что же это за профессия такая – родину защищать. Офицер било прям. У нас был комбат вот здесь, и у него фамилия такая. Я первый раз такую фамилию услышал. Кольчаров. Он вот начинает либо по ногам стрелять, начинает прямо из огнестрельного ружья стрелять по ногам и в яму скидывает на несколько дней.